Во второй части Safari ивента нам добавили, да прилично добавили, надобавляли, я бы сказал, но обо всем по порядку. Для начала Джо, он же борец за права животных. Появляется Джо в конце каждого часа и стоит ровно 10 минут, потом пропадает. В это время награда за ивент удваивается. Смотри, если раньше с кокоса всегда получалось 2 награды, то сейчас 4. И так все 10 минут, с кайфом. А еще Джо не просто так появляется, ты можешь отдать ему питомцев и получить за это награду. В основном это Safari яйца, сид-паки, коробки с косметикой и различные пет-шарды, которые дают мутацию петам. Качество и количество награды напрямую зависит от редкости питомца и его возраста. И если Safari яйца, например, и сид-паки не представляют особую ценность, потому что их можно получить более простым и привычным нам способом, то вот пет-шарды невозможно получить иначе, и некоторые из них ну прям очень и очень полезные, но об этом позже. Для начала расскажу тебе, как фармить этих самых петов, чтобы по откату скидывать Джо. И это не так сложно на самом деле, как может показаться с первого взгляда. Самое важное, что понадобится, это твой лайкосик под этим видео, потому что без него вообще никогда ничего не получится. И подписочку оформляй, если до сих пор не подписан, потому что никто и нигде больше тебе такого не расскажет. А теперь за дело. Есть по сути 2 способа, с помощью которых можно быстро получить прокачанных петов. Первый — это сразу из яиц с помощью страусов. Достать эту птицу можно с 40% шансом из Paradise Egg, но у многих они и так есть, поэтому совершенно верно. Пора достать страусов с чулана, стряхнуть с них пыль и использовать по назначению, как минимум в этом ивенте, потому что страус, благодаря своей пассивочке, увеличивает возраст питомца, вылупленного из яйца, на 1-10 лет, если страус прокачан. 10 это максимум для одного страуса, но способность стакается, к счастью, и суммарно может давать прибавку 80 лет, если у тебя 8 прокачанных страусов. Они себе гуляют, ты просто взрываешь яйца и получаешь рандомную прибавку в возрасте каждому питомцу в момент вылупления, с кайфом. Осталось выбрать яйца. Подойдут любые в принципе, которые не жалко, чтобы их было много желательно. И чтоб петы из них выпадали не самые прям убогие, потому что редкость питомца тоже влияет на качество награды, помни об этом. Я затестил. Самого говенного пета коммон ранга из обычного коммон яйца в 1 год Джо оценил в 16,5. Это значит, что максимум, что за него можно получить, это самую убогую награду, в которой в большинстве случаев выпадает просто коробка с косметикой, и нам такое не интересно. За каждый следующий ранг питомца Джо прибавит еще плюс 10 к базовой ценности. Uncommon Pet в 1 год получит 26,5. Редкий в 1 год 36,5. Легендарный питомец 46,5 и так далее. Это важно, но это еще не все. С возрастом любой из этих петов будет оцениваться выше, потому что за каждый год, вне зависимости от ранга питомца, Джо добавит фиксированно плюс 1,5 единицы к ценности. А стремиться нужно к 120-140, потому что на этой отметке самые полезные награды. И опять же, я все посчитал за тебя. Common Pet в 70 лет будет оцениваться в 120. Uncommon в 64 года получит оценку 121. Rare питомец в 57 лет оценится в 120,5. Легендарный в 50 лет будет оцениваться в 120 ровно. Исходя из этого, самые удобные, на мой взгляд, это обычные редкие, а лучше легендарные яйца из магазина. Их, как правило, много, их совершенно не жалко тратить, и благодаря редкости петов им не нужен пиково высокий буст по возрасту, чтобы получить отметку 120. Редким питомцам нужно 57 лет, легендарным для этого нужно 50. Страусы частенько выдают такие цифры. В конце я покажу, сколько нафармил за эти пару дней, заодно награды чекнем. Но откровенно, фармил я очень мало, честно. Вот это был первый способ. Второй заключается в том, чтобы качать петов, и я сейчас конкретно про тех петов, которые фактически качают себя сами, быстро или очень быстро. Хороший пример такого питомца это салмон, лосось. А этой рыбе есть отдельное видео на канале, и она того заслуживает, потому что качается буквально со скоростью света. Ссылку оставлю в конце, если интересно.
Еще в пример можно поставить Мочи Маус. Это к тому же мистический пет, что дает ей 56,5 базовую ценность в 1 год. Они тоже качаются сами, довольно быстро, и о них тоже есть видео на канале, шортс точнее. Но все эти питомцы в прошлом, и я прекрасно понимаю, что не у каждого они остались, и не каждый застал и фармил прошлые ивенты, но в этом ивенте тоже есть такой пет – гиена. Благодаря своей пассивке она будет получать дополнительный эксп за каждую активную гиену, но только в том случае, если в саду есть и другой питомец, который не является гиеной. На практике это должно выглядеть так: 7 гиен и любой рандомный пет, чтобы их пассивка работала. Гиена появится в магазине, когда отметка Global Safari Points превысит значение 165 биллионов. Это суммарный вклад в ивент всех игроков на всех серверах вырасти сад. Мочи Маус, лосось или гиена, любой из этих петов подойдет отлично для того, чтобы качать пачками и относить Джо. Плюс этого способа в том, что не нужны никакие страусы. Можно совершенно не заморачиваться с тем, какие яйца открывать, и вообще этих петов можно качать на Twink аккаунте, чтобы полностью освободить свой основной акт. Из минусов это дольше, конечно, зато на выходе сразу получаешь 8 прокачанных петов с оценкой 140 и лутаешь самые лучшие награды у Джо. Контент на этом не заканчивается, и кроме Джо нам добавили еще некоторые плюшки во второй части Safari. Появилась возможность докупить дополнительные плюс 50 слотов для питомцев в инвентаре, и это очень даже кстати, потому что места у меня лично не хватало. Купить их, собственно, можно у NPC, который отвечает за перерождение, находится в углу карты справа от сетшопа. Расширили награды за общий вклад в ивент. Тут и новые петы, новые погодные условия и прочие полезные штуковины. Последнюю из этих наград мы получим, когда суммарный вклад со всех серверов вырасти сад достигнет отметки в 300 биллионов. Скорее всего, это говорит о том, что будет и третья часть Safari ивента, потому что за эту неделю с текущим онлайном мы вряд ли справимся. Слегка изменили индивидуальные награды в лучшую сторону. Во-первых, забустили шанс на яйца, пчелиные, Paradise и X3 Safari. Шанс стал в 2 раза выше, что не может не радовать, потому что раньше они прям совсем не падали, нереально было фармить. А еще добавили сетпаки. Появились мини-ачивки, но это уже классика для каждого ивента, потому что их добавляют всегда на вторую неделю. Я планирую пройти, потому что забор прикольный, в остальном награды обычные. Добавили новую категорию растений – Safari. Ее, кстати, наравне с прочими просит Джойс время от времени. Safari растения – это не конкретно растения из Safari сидпаков, например. К этой категории относятся кокос, манго и многие другие привычные нам обычные растения. И это не может не радовать, потому что кокос закрывает уже 4 категории растений одновременно. Лесные, тропические, фрукты и сафари. А манго закрывает целых 5 категорий, ведь оно такое же, как кокос, но вдобавок еще и листовое растение. Я, кстати, забустил кокосы, чтобы улучшить фарм ивента. Их теперь штук 150, наверное, посажено, если не больше. И хватает, чтобы фармить ивент нон-стоп хоть круглосуточно, не нужны даже трицератопсы. Фармлю точно так же, все те же самые категории растений, и мне хватает. Подробнее об этом ты можешь узнать из прошлого видео о первой части ивента, оно уже неделю как есть на канале. Чуть позже, кстати, планирую дополнить эти ролики и сделать еще пару шортсов о полезных для ивента питомцах и новых мутациях, так что не теряйтесь. А на сегодня все. Ставь лайк, если видео было полезным, подписывайся, если до сих пор не подписан, в комментах пиши, что думаешь, и скоро увидимся.